Пошел второй год, как я живу в Болгарии, в городе Пловдив, и я поняла, какие культурные и ментальные различия существуют между иностранцами и местными болгарами. Сегодня поговорим о них, чтобы вы не попали в просак. Привет! Вы на канале «За чашкой кофе». Начнем! Болгары реально не понимают, куда мы торопимся. Ведь мы как привыкли? Если нам что-то срочно надо, так уже вчера мы должны это получить. Переезжая сюда, просто закладывайте много времени на то, что в других странах вы бы получили вчера, и терпеливо ждите. Я, конечно, понимаю, что в теории оно звучит не так страшно, как вы столкнетесь с этим на практике и почувствуете это, как говорится, на своей шкуре. Но, зная заранее об этом, это как-то смягчит ваше время ожидания. Если в Израиле люди чаще всего ответят вам положительно или отрицательно на какую-то просьбу или какой-то вопрос или имейл, и из этого ответа вы можете понять мнение человека на интересующий вас вопрос. Например, вам нужен сантехник. Вы звоните, он вам говорит цену на услугу и дату прибытия. Как-то обычно так происходит. Или вы пишете mail, и вам отвечают либо положительно или отрицательно. Но ключевое слово «отвечают». В Болгарии вы звоните к тому же сантехнику, и он обещает вам перезвонить. И не перезванивает. Или вы пишете mail, и вам не отвечают. Это говорит о том, что не надо ждать ни имейла, ни звонка, потому как они не заинтересованы вам оказать услугу. Но вслух или письмом они это не озвучат. Поэтому, зная это, не стоит ждать или расстраиваться, а просто искать другие пути решения, не принимая данность на свой счет. Ведь у людей могут быть разные причины не отвечать вам, включая и те, что человеку не хочется работать, а вы его напрягаете. Короче говоря, если вам не звонят и не пишут, не ждите. Просто болгары не любят говорить «нет» или отказывать напрямую, чтобы не ставить себя в неловкое положение. Перейдем к следующей теме. И в Израиле, и в Болгарии очень плохой сервис. Но в Израиле вам не придется ждать счет по 45 минут, а в Болгарии вы чаще будете сидеть за чистыми столами, чем в Израиле. Но в Израиле вам не включат в счет блюдо, приготовленное из испорченных продуктов, или блюдо, которое плохо приготовлено. А в Болгарии чаще всего вы заплатите и за то, и за другое. Конечно, есть исключения из правил, но оно составляет лишь погрешность в процентном соотношении. А если вы захотите объяснить, что так неправильно и сервис так не работает, то в лучшем случае они сделают вид, что не поняли, о чем вы. А в худшем пошлют вас туда, откуда вы приехали. Если вас пригласили на день рождения, свадьбу или любое другое торжество в ресторан, как я поняла, то раньше было принято дарить подарки. Сегодня больше несут деньги в конвертах. Когда мы в Болгарии были всего пару месяцев, нас, болгары, пригласили на день рождения. И мы положили в конверт открытку и 500 лева. Честно говоря, мы были немного растеряны, потому как неделю с нами не выходили на связь после этого торжества. Мы перебрали все варианты у себя в голове, но главная версия была, что, наверное, мы мало положили денег. А спустя эту неделю к нам звонит жена именинника и так аккуратно спрашивает, не перепутали ли мы конверт. Хотя в конверте была подписана нами открытка с именем именинника, на что я сразу спросила, а что не так? Она ответила,
что это слишком большая сумма, и они неделю не знали, как им поступить, потому как мы поставили их в неудобное положение. Ведь мы знакомы недавно, мы не какие-то родственники. На что я извинилась, что мы поставили их в такое положение, и ответила, что совершенно верно, ведь мы здесь недавно и не знаем еще правил и обычаев. И они первые болгары, которые нас пригласили. Поэтому мы положили столько, сколько бы положили в нашей стране. На что мы с ней посмеялись, что две стороны не знали, что с этим делать, и тема была закрыта. К чему я это? Если вас пригласили в ресторан на торжество, просто прикиньте, сколько стоит ужин в хорошем ресторане в вашем городе, в Болгарии. Вот столько и денег положите. То есть в нашем случае достаточно было бы положить 150-180 лева на пару, чтобы не ставить никого в неловкое положение. Конечно, если это родственники или очень близкие люди, то другое дело. И да, когда вы идете в ресторан на ужин с кем-то из местных, тут не принято делить блюда. Но, например, у нас в Израиле вполне норм, когда каждый заказывает салат, и все это ставят на середину стола, чтобы каждый мог разнообразить свой ассортимент своей трапезы и попробовать разные блюда. В Болгарии так не принято. Более того, им вообще это странно. Они исходят из того, что я захотел вот этот салат, вот его и буду есть. И не надо мне другого. Болгары четко считают свои деньги. И когда они идут в ресторан, выбирая блюдо, они точно знают, что у них есть в кармане и какую сумму они могут потратить. И всякие там ваши спонтанные нежданчики в стиле дележки тарелок на середину стола и все это типа общее, он к этому не готов. Он на это не рассчитывал, он даже не знает, как это есть. В Израиле нормально пригласить друзей в ресторан и заплатить за них счет. В Болгарии чаще всего это воспринимается как оскорбление. Таким образом, вы задеваете их чувство достоинства и опускаете их. Они этого не простят и скорее поменяет отношение к вам. И все это ваши от чистого сердца сделать им приятно не помогут. И либо они исчезнут с вашего горизонта, либо знакомство останется на уровне «привет-пока». С другой стороны, всякие помогалы, типа адвокаты, риэлторы и прочие товарищи, если вы назначаете встречу в ресторане или в кафе, они не побегут за кошельком и будут спокойно сидеть и ждать, чтобы вы оплатили их счет. Хотя вы и так платите деньги за их услуги, неважно, большие или маленькие. В таких случаях просто просите 2 счета. Так будет и честно, и достойно уважения. Подводя итоги этого пункта, не надо бесить болгар, показывая им вашу финансовую возможность в любом ее проявлении. Болгары заядлые кофеманы. Чай пьют мало. Но приглашать болгаров в гости на чашку кофе – это не принято. То есть им странно звучит это. Поэтому, если вы приглашаете в гости, то можно сказать просто «приходи в гости», либо конкретизировать «приходи на ужин». А если хотите позвать выйти в кафе или в ресторан, то так и говорите «пойдем посидим в кафешку, выпьем что-нибудь, может, поедим». Кстати, если вас пригласили в гости домой, то учтите то, что, будучи гостем, вам придется разуваться.
Это мы в Израиле спокойно себя чувствуем в нашей уличной обуви, приходя к кому-то в дом, не разуваться. Тут так не принято. Поэтому либо вам выдадут тапки для гостей, либо они ожидают от вас хождения босиком или в носках. Поэтому, если вам неудобно разуваться, берите с собой одноразовые бахилы на обувь. Не бесите болгар, рассказывая о том, как в вашей стране решаются какие-либо вопросы. Казалось бы, что тут плохого, если в разговоре, например, про работу, человек рассказывает, с какими вопросами он сталкивается, а вы с ним делитесь своим опытом разрешением таких дел в вашей стране. Но в лучшем случае вас выслушают и поменяют тему, в худшем напомнят, что вы в Болгарии, и их не интересует, как это работает в других странах. И обязательно подчеркну, что в моей стране, in my country, вот так и точка. И вдобавок скажу, что если у вас есть мнение, например, о Болгарии, как ее улучшить, там одеть, обуть, причесать и так далее, то учтите, что болгары четко и быстро расставят вам границы, дозволенные иностранцу в их стране. Поэтому свое личное мнение оставьте при себе. Мы здесь гости, и даже из самых лучших побуждений и искренних переживаний и, возможно, возможностей помочь, помните, что вы гость и точка. Если вас спросили: «Привет, как дела?» Ну, типа «Здрасте, как ты?», то обычно они совершенно не ожидают услышать в ответ всю вашу историю с приключениями, типа «Ой, представляешь, ходила в супер, а там та-та-та-та-та». Нет, не надо. Нужно просто ответить: «Все хорошо», ну или «Доброе», ну и все. А если вам повезет и вам зададут следующий вопрос из вежливости, типа «Как тебе Болгария?», то тут не надо захлебываться слюной, с искрами в глазах рассказывать, что тебе тут все нравится и что болгары прекрасный народ. Потому как в лучшем случае тебе улыбнутся и посмотрят как на идиота и промолчат, а в худшем ответят, что хуже болгар не бывает, и страна ужасна, и все равно посмотрят как на ничего не понимающего иностранца. Посему тут достаточно ответить на данный вопрос нормально или всечку добрее. Все, больше ничего. Главное держать лицо без высокомерия или восхищения, просто мило улыбаться и сказать нормально или доброе. Болгары бесятся, когда с ними начинаешь торговаться, а тем более нажимать на них или оказывать какой-либо прессинг. Хоть болгары сами не из пальца сделаны, но они умеют аккуратно уйти, не замочив ноги в воде, если что им не по нраву. А люди, приезжающие сюда, особенно из восточных стран, привыкшие к торгам, забывают, что они не на Востоке. Не отпускают так просто ситуацию и продолжают давить фронтально, либо через звонки, либо через посредника. Не делайте себе и своей стране исхода плохую репутацию. Здесь так не принято. Конечно, в некоторых позициях, например, при покупке недвижимости, некий торг уместен, но без прессинга и долгих дебатов. Не тратьте свои и чужие нервы. Продолжая тему восточного базара, в Болгарии не принято лезть вне очереди, стоять над головами людей, не соблюдая личную дистанцию,
Заходить в Change, поменять деньги, если в окне размена есть человек, надо просто подождать на улице, пока этот человек выйдет. Не принято громко говорить, сидя в сауне или джакузи, в спа-комплексе или вообще громко разговаривать, особенно по телефону, когда вокруг есть люди и тем более в общественном транспорте. А для тех людей, которые не с Востока, учтите, что не принято принимать солнечные или воздушные процедуры топлес. Мы как-то были в спа и подошли к мокрой сауне и не поняли, почему люди оттуда бегут. Зашли вовнутрь, оказалось, там сидела внутри пожилая дама, иностранка, топлес, и, закрыв глаза, получала удовольствие от процедуры. Но она не учла, что местное население не получало удовольствия, и им было не так хорошо, как ей, и они все сбежали. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, и делитесь с друзьями. А на этом все. Пока-пока.